Фермер Джон уже давно отчаянно пытался спасти свою ферму. Расположенная в пустынной местности Аризоны, она принадлежала его семье много поколений. Когда-то она процветала. В курятниках не умолкали голоса птиц, а свежие яйца ежедневно отправлялись на рынок. Но времена изменились. Цены на корм росли, конкуренция усилилась, а спрос на обычные яйца резко упал. Джон каждый день работал до изнеможения, пытаясь удержать ферму на плаву, но все чаще ему казалось, что усилия напрасны. И вот однажды, проходя по заднему двору фермы, он заметил нечто странное. Прямо в высокой траве лежала группа необычных яиц. Гладкие, угольно-черные, словно сделанные из обсидиана. Они были не похожи ни на куриные, ни на утиные. Никогда прежде он не видел ничего подобного. Сначала Джон подумал, что это змеиные яйца. С опаской он огляделся, но ни одной рептилии поблизости не заметил. Инстинкт подсказывал, с этими яйцами связано что-то особенное. Он не мог просто так оставить их на улице. Если уж не для пользы, то хотя бы из любопытства. Забрав яйца, он аккуратно разместил их в инкубаторе, которым редко пользовался. С этого момента все изменилось. Джон стал тщательно следить за температурой и влажностью. Каждый день проверял состояние яиц. В глубине души он мечтал. Вдруг в них скрывается шанс изменить судьбу фермы? Может, эти яйца — редкость, способная привлечь внимание покупателей? Однако по мере того, как проходили дни, надежда начала угасать. Яйца оставались безжизненными. Срок, когда должны были вылупиться птенцы, давно истек. А еще Джон начал плохо себя чувствовать. Постоянное напряжение, бессонные ночи и тревоги подкосили его здоровье. Он слег с сильной температурой, и ферма начала стремительно приходить в упадок. Животные остались без ухода, постройки начали разрушаться, и вокруг царило запустение. К счастью, у Джона был верный друг. Томас, сосед и соратник с юности. Почувствовав неладное, он приехал на ферму, нашел Джона в тяжелом состоянии и, не раздумывая, взял на себя все заботы. Он кормил животных, убирал в курятниках, следил за порядком. Другие соседи тоже подключились. Они помнили, как Джон помогал каждому в трудную минуту, и теперь решили отплатить тем же. Но Джон, ослабевший болезнью, не успел рассказать Томасу о черных яйцах, лежащих в инкубаторе. О них вспомнили только тогда, когда однажды вечером из курятника послышалось легкое попискивание. Томас насторожился и пошел на звук. Подойдя к инкубатору, он с изумлением увидел. На поверхности скорлупы появились трещинки. Яйца, которые все считали мертвыми, ожили. Он тут же побежал к Джону. Услышав новость, тот, несмотря на слабость, сразу оживился. Впервые за долгое время его глаза загорелись. Он попросил Томаса помочь ему подняться, и вместе они направились к инкубатору. Один за другим из яиц начали появляться птенцы. Они были невероятно красивы. Гладкие, с блестящим черным оперением, словно покрытые лаком. Даже глаза, клюв и лапки были насыщенно черными. «Что это за птицы?» — изумился Томас. Он открыл интернет и после нескольких минут поиска нашел ответ. Это аям цимани, ультраредкая индонезийская порода кур. Их называют черными призраками. Настолько редкие, что одно яйцо может стоить десятки долларов, а взрослая птица — сотни, даже тысячи. Джон с трудом сдерживал слезы. Он столько лет боролся, не сдавался, и вот вам, наконец, знак, что все было не зря. Эти цыплята могли стать спасением для фермы. Надежда вернулась. Он назвал их даром судьбы. В ближайшие дни Джон начал понемногу поправляться. Он вернулся к уходу за птицами, построил для них отдельный вольер, изучал особенности породы, делал записи. Он заметил, цыплята не только красивы, но и необычайно выносливы. Они росли быстрее обычных, хорошо переносили жару, их перья при свете играли пурпурными и зелеными оттенками. Слух о черных птицах разлетелся по округе. Люди приходили, чтобы посмотреть на чудо. И однажды на ферму приехал незнакомец, мистер Харрис, крупный инвестор, специализирующийся на редких породах. «Вы понимаете, что держите у себя золото с крыльями?» — спросил он, осматривая птиц. «Я хочу инвестировать в вашу ферму. Вырастим вместе поголовье, выйдем на международный рынок. Я вложу деньги, вы труд, и мы оба выиграем». Джон был ошеломлен.
Его когда-то умирающая ферма теперь интересовала серьезных инвесторов. После короткого размышления он пожал руку Харрису. Так начался новый этап жизни. Теперь Джон не просто фермер. Он стал человеком, который доказал, даже в самые темные времена судьба может подарить неожиданный шанс. А все началось с таинственных черных яиц. А вы когда-нибудь слышали про породу аям-цимани? Напишите в комментариях, хотели бы вы завести такую птицу. Если история вас тронула, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До встречи!